Здравствуйте, господа. Как всегда, по пятницам бесплатный семинар, вебинар по эзотерике. Сегодня я постараюсь ответить на вопросы онлайн, которые вы задаете мне, а также постараюсь ответить на те вопросы, которые вы написали под моим постом. Задайте вопрос на вечерний вебинар по саморазвитию эзотерики. Ну и сегодня вы задали ряд вопросов, я буду их читать, отвечать. А также постараюсь еще дополнительно раскрыть тему. Сегодняшняя тема — это тема саморазвития. Огромное количество информации есть по саморазвитию личности. И мне кажется, только ленивый на сегодняшний день не говорит ничего о саморазвитии. И несколько слов хотелось бы мне сказать об этом. Такой самый яркий заголовок по тегу саморазвития, он связан с вопросом, как стать лидером своей жизни. На самом деле все не так обычно тяжело и сложно, как думает человек. Просто человек, отвечая на вопрос, как стать лидером своей жизни, должен ответить на два вопроса. Первый вопрос, или задать себе два вопроса: что вы от жизни хотите? Итак, первое, вы хотите свободы или вы хотите спокойствия? И обычно вот это и является началом вашим. То есть в случае, если вы хотите свободы, для вас одна жизнь должна быть. В случае, если вы хотите спокойствия, то другая жизнь. Итак, первое, вы хотите свободы. Делайте все своими, а не чужими руками. Тогда вы будете свободным человеком. И второе, вы хотите спокойствия. Делайте все чужими руками, а не своими, и своим умом. И таким образом вы будете или обретете спокойствие. Таким образом, в случае, если вы будете... Определите для себя, что же вы хотите. Вы хотите спокойствия, комфортной жизни, тепла. Пусть вместо вас кто-то делает. Эксплуатируйте и так далее. В случае, если вы хотите свободы, делайте все своими руками. Старайтесь, достигайтесь, не трогайте других людей. Старайтесь своим умом жить. У вас будет огромное количество свободы. Вы будете, в общем-то, обеспечены этому. Обычно человек говорит: я хочу одновременно и свободы, и хочу одновременно спокойствия. Так не бывает. Выбор нужно сделать. Конечно же, я часто говорю эти слова, хотелось бы еще раз их сказать. Обычно человек, который начинает саморазвитие, должен знать, что наша жизнь связана с тремя элементами. Первое, если вы хотите чего-либо достичь в вашей жизни, вы должны знать, вам придется жить по принципу трех. Первое, отдыхать. Второе, работать. Третье, обучаться. В случае, если вы живете и только отдыхаете, то у вас не получится того, чего вы себе задумали. Также один из нюансов таких есть, который заставляет лично меня работать. Их несколько, и о некоторых из них мне бы хотелось сказать. Первое — это мотивация, зачем мне что-то нужно. То есть она меня вдохновляет. Я живу ради семьи, для детей, для будущего, для мира, для страны и так далее. А это меня вдохновляет. Но многих людей это не вдохновляет, потому что тенденция такая, что всех уже давно заманала семья, там отношения, и мир, и социум, и все остальное. То есть люди не хотят, их не вдохновляет это. Их, наверное, могут вдохновлять какие-то эгоистичные задачи, эгоистичные цели. И такие эгоистичные цели там могут быть такими: купить себе наконец-то квартиру, купить себе наконец-то дом, купить себе наконец-то там пароход, стать богатым человеком или какие-либо еще. Ну и обычно человек сталкивается с такими задачами и такими целями, ну и хотелось бы дать ему вот такой совет. Обычно человек смотрит телевизор и мечтает о том, что он будет очень богатым человеком. Как же заставить себя, глядя телевизор, встать и пойти и заниматься саморазвитием, обучением, там еще чем-либо? Задайте себе такой вопрос или говорите себе перед телевизором такие слова. Говорите: моя жизнь не вечная. Моя жизнь не вечная. То есть вы должны знать, что ваша жизнь не вечная, и это может быть мотивом и мотивацией для того, чтобы вас толкать к тому, чтобы вы хотели чего-либо добиваться в жизни.
Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, как избежать столкновения машин? Другого транспорта нет. Если это ваша машина, то делайте, как я обучал в первой ступени, белую дорогу. Выезжая куда-либо, мысленно представляете отрезок. Одна точка — это ваша машина, и вторая точка — это то место, куда вы должны доехать. И представляете, будто между вашей машиной и тем местом абсолютно прямая дорога, которая светится белым светом. И после этого проедете самым кратчайшим путем, быстрее всех, и все светофоры будут гореть для вас зеленым. Таким образом и никогда не попадете в аварию. Вот такая ментальная практика, она действительно очень хорошо работает. Но объяснять, почему это действует и как это работает, можно я не буду. Андрей Андреевич, все участники вебинара, вы сегодня неотразимы. А так? Спасибо, очень приятно. По поводу того, что люди пишут и почему я удалил видео. Дело в том, что я сделал видео, это видео, в котором было сказано о том, что я за 25 секунд уберу заболевание позвоночника или боль в позвоночнике. Ну и огромное количество людей написало гадости. Я пообещал своей жене, что я это все уберу. Дело в том, что это хейп или хайп, то есть это привлекательное название, которое сделало интересы, которое заставило людей реагировать, написать какие-то гадости. Это все вывело очень быстро канал на очень крупные подписания и так далее. Но я это убрал, потому что решил для себя, что я буду более этичным и так далее. Тем не менее, хочу вам сказать, что после этого я вновь это видео выложу на своем сайте. Оно называется «Я уберу вашу боль», и им можно пользоваться. Некоторые люди написали по 5 раз мне такие слова о том, что не нужно сравнивать себя и Кашпировского, о том, что Кашпировский много сделал, а вы кто вообще такой и так далее. Я хочу вам сказать, у меня не было задачи сравнивать себя с Анатолием Михайловичем Кашпировским. Хорошо я к нему отношусь или плохо? Послушайте, я не судья, и я не знаю, что делает этот человек, и в общем-то в чем его там заключаются трудности или радости или жизнь и так далее. Уважаю ли я этого человека? Послушайте, я мужчина Советского Союза, а в Советском Союзе нас обучали следующим словам: молодым всегда у нас дорога, а старикам всегда у нас почет. Поэтому я с почтением отношусь к Анатолию Михайловичу, ну и сам для себя выбираю дорогу и так далее. И я, конечно же, всегда, независимо от того, человек хороший или плохой, если он имеет свои года и свое богатство в этих годах, то я его буду уважать, независимо ни от чего. Поэтому уважаю ли я? Конечно. А если кто-то говорит, мы будем, конечно, везде дорога. Стану и я когда-то и скажу мои года, мое богатство. Ну и, конечно же, я не против, не за, я соблюдаю, как я это и говорю своим ученикам, состояние внутренней адвайты. Мне безразлично, мне все равно. По поводу того, как я одеваюсь, или по поводу того, как я решил проводить семинары. Для меня семинар и вебинар — это праздник. И я решил, если это для меня праздник, почему я не должен одевать галстуки? И мне нравится ходить элегантно, нравится одевать костюмы, нравится, что мне завидуют, я это трансформирую в свое богатство, успех, достаток, популярность и так далее. А когда еще это одевать, если я дома либо работаю дома, либо еду на производство, либо там занимаюсь там написанием статей, пишу эти книги, там работаю еще. У меня на самом деле работаю с людьми и огромное количество работы. Ну и это обычно происходит все в спортивной одежде, но когда еще одевать одежду, которая бы тебе нравилась? Так и жизнь пройдет, так и умру без костюма, а так хоть в костюмах похожу. Дальше. Вы хотите спокойствия. Об этом я сказал. Что мешает человеку обучаться? Одна из самых больших причин, что мешает человеку обучаться, это слова, о которых я раньше говорил. И о которых постоянно говорю, это слова: я все знаю, я все умею. Я всегда с улыбкой отношусь к таким людям, которые говорят мне эти слова. И обычно говорю: но если ты все знаешь, если ты все умеешь, почему ты тогда такой несчастный и такой бедный?
Почему человек, который говорит, да, я это знаю, ну вот, допустим, ко мне приезжает человек какой-нибудь, и я ему говорю, вот почему у меня не получается. Я ему говорю, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Он говорит, да, я это знаю. Но если ты это знаешь, то тогда ты должен это услышать, потому что знать и слышать и использовать это три разных вещи. Поэтому если ты это знаешь, то нужно сосредоточиться на этом и после чего этим пользоваться. Потому что многие знают эзотерику, но очень немногие ею пользуются. Многие знают эзотерические практики, но очень немногие этим занимаются и этим пользуются. Многие знают коды и не пользуются, многие знают, что шумы существуют и ими не пользуются и так далее и тому подобное. Это такая особенность. Есть люди, которые очень много знают, но не пользуются, а есть люди, которые знают мало, но к радости пользуются и добиваются больших успехов. Человек говорит, Андрей Андреевич, вот я слушал ваши лекции, вы говорите, куда течет любовь, туда текут и деньги, почему же у меня нет денег? Ну и обычно я говорю, ну так вас никто не любит. Человек говорит, как это никто меня не любит? Ну так, ну у меня есть дочка, они все хорошо ко мне относятся, да, но вы их раздражаете и бесите, потому что вы агрессивный, нервный человек. Но я так много в жизни для них сделала. Смотрите, как мир устроен. Он устроен по принципу специфическому. Обычно люди, которые чего-либо в жизни добиваются, это люди, которые не в себе. То есть они чуть-чуть психически нездоровы. Почему? Ну, это такая особенность у нас. Знаете, наверное, нарциссы создают прекрасные картины, прекрасную моду, а люди с депрессией создают монастыри, храмы, а люди, наверное, там с маниакальным состоянием создают какие-то невероятные дома, а люди с обсессивными синдромами создают, наверное, какие-то интересные книги, ну и, наверное, люди с обсессивно-компульсивными или шизофренией создают законы, которые есть в наших странах, по-другому. Да я даже смотрю на некоторых наших руководителей, они же не в себе, вы понимаете, они вообще не в себе. Но это говорит о том, что они создают и законы, которые делают их знаменитыми, великими, необычными, знаете, долбанутыми, как говорится, на всю голову. Тем не менее, хочу сказать, что ничего страшного, они очень много делают для тех людей, которые рядом находятся. Возьмем, допустим, одного человека, он в жизни добился, допустим, у меня был знакомый в свое время, он очень мне в жизни помогал, но когда он состарился, он руководитель был в Санкт-Петербурге, был в медицинском институте руководителем кафедры хирургии и патологоанатомии, и в свое время был руководителем и создавал сам образцы, по которым сейчас изучают хирургию, преподавал. И с этим человеком у нас была такая очень долгая дружба. Его дети уехали за границу, его жена умерла, а он стал очень вредным взрослым человеком. Почему он стал очень вредным? Вот эта вредность, эта требовательность, это был его нарциссизм. Но когда он преподавал в институте, когда он был нужным окружающим людям, то это все воспринималось как гениальность. То есть он требовательный был к людям, требовательный к себе, требовательный к миру. А когда он состарился и оказался дома, то он стал требовательным, как и раньше, к себе, к детям, к людям, ну, которые жили рядом с ним. И вынести его плохой характер было невозможно. В этом особенность таких людей. Она и заключается в том, что чем гениальный человек, тем он противнее потом становится в зрелом возрасте. Поэтому в чем заключается любовь? Нас должны любить. А как завоевать эту любовь? Ее нужно завоевать только в том случае, если человек что-то для кого-то делает. И от меня притча. В свое время к раввину подошел мужчина, который сказал: раввин, почему-то я вот люблю жену и беру эту любовь постоянно, и она ко мне относится плохо. На что раввин сказал следующие слова. Он сказал буквально следующую притчу. Он сказал: смотри, что ты ешь? Он говорит: я люблю рыбу. Он говорит: отлично, ты любишь рыбу? Да. Смотри, ты подходишь с сетями, вылавливаешь рыбу, берешь эту рыбу, вспарываешь ее, очищаешь, моешь и жаришь ее на сковороде, и потом ее съедаешь. Таким образом, то, что ты взял, и то, что тебе нравится, не нравится наверняка той рыбе.
А вот если бы ты взял еду и бросил бы, покормил эту рыбу, то рыбе бы это и понравилось. Поэтому, когда ты говоришь, что ты любишь рыбу, на самом деле для того, чтобы любить, нужно кормить, лелеять, гладить, обожать и делать что-то для этого человека. Что такое любовь? Любовь — это не брать. Любовь — это давать искренне. И любовь — это создавать физически какие-нибудь комплименты, это гладить человека, это проявлять что-либо физически видимое, а не мысленно, как многие говорят в интернете: дарите свою любовь. Да эту любовь дарить мысленно никому не нужно. Сделай что-нибудь для человека. Зачем человеку, бомжу, дарить любовь? Сними лучше свои кеды, там, шубу, отдай этому человеку. И вот это проявление любви. Так вот, как завоевать чужую любовь? Это очень сложный такой процесс. Поэтому кого любят, к тому и идет материальное благополучие. А вот как заставить? Молодым-то понятно, они красивые, их любят за красивые глазки. А нам-то, хотел сказать лысым, а нам-то после 45 полнеющим, носатым, вредным, за что нас любить? Эх. Светлана. Мой сын Максим ведет здоровый образ жизни, резко теряет зрение и на первом глазу проблема с зрительным нервом. Прошел курс ТФ по вашей рекомендации. Пожалуйста, почему это случилось? Что делать дальше? Спасибо за ответ. Смотрите, наши сосуды, они исключительно связаны с потоком и движением. Когда человек живет в комфорте, когда человек себе ставит какие-либо задачи, он упирается в то, что не реализовывается. И очень часто вот эта нереализованность человека не хочет делать, не хочет изучать, не понимает, зачем это нужно, не ставит задачи, ни ради кого ему жить, ничего не хочет, его все надоело, нет потенциала, нету желания, заставляет или приводит человека к тому, что у него появляются проблемы с глазами. Что нужно сделать? Жениться. Жениться, родить ребенка, чтобы начала жизнь бить ключом. Доказательство моих слов. У меня в моей жизни был очень неблагополучный родственник. Он был почти слепым, -6, там, -7. И очень большие проблемы со зрением. Его родители всю жизнь его лечили. И он такой был воровитый, наркоманистый и так далее. Ну и мама его, она постоянно говорила: что же мне с ним делать, что же мне с ним делать. Я говорю: послушай, повезет, если его найдет очень хорошая девушка, которая начнет с ним жить, и у него улучшится зрение. И она говорит: да кому он нужен? Но тем не менее, когда он приехал в деревню, начал там работать, нашел девушку, она родила 2 сыновей ему. И сейчас этот человек другой. Я говорю: как у тебя со зрением? Он говорит: зрение мое не падает, оно улучшилось, я не могу понять почему. Я знаю почему. Потому что у него появился стимул, ради чего или для чего ему жить. У него появилась радость, для чего ему жить и что с этим делать. Дальше. Второе. Опасность саморазвития. О, сегодняшняя тема саморазвития. Если человек хочет спокойствия, но ему дают установки и задачи, которые подталкивают его к свободе, то у него может произойти тотальный крах в его жизни. Допустим, саморазвитие девочки, которая хочет спокойствия, оно связано с тем, что она хочет замуж. Она хочет замуж, хочет родить ребенка и посвятить всю свою жизнь своему мужу и своей семье. Это хорошая идея для саморазвития ребенка. Для одной хорошая, для другой нет. Но кто-то родился с тем, чтобы служить, кто-то для того, чтобы ему служили. Мы так устроены. И такая девочка, ее задача не быть свободной. Она хочет быть всегда замужем, она хочет служить ребенку, она хочет быть полезной семье, она хочет жить для мамы, для папы, для мужа, для сына, для внуков. Это ее задача, она у нее кармическая, заложенная. Она, если это получит, будет счастлива. И после этого у этого человека происходит вот что. Такой человек начинает слушать Хакамаду, или Пинтасевича, или Ковалева, где, допустим, рассказывают, это моя реклама этих людей,
где рассказывают, ты все сможешь, ты добьешься, ты там ставь свои задачи, добьешься много, управляй людьми там, и так далее, там, зарабатывай деньги и так далее. И у этой девочки начинается кризис, то есть она начинает думать, что ее путь не связан с тем, чтобы она стала служить своей семье, а она должна получить свободу. Ей внушают, что свобода это самое важное, свобода денежная, свобода от мужчин, свобода еще от чего-то, от семьи и так далее. И у нее происходит крен, и она начинает добиваться, делать, но у нее ничего не получается в жизни. Почему? Потому что ее внутренняя задача это служить семье, быть такой теплой семейной тетей, потом бабушкой, прожить свою жизнь вот в таком наслаждении, переложить свои какие-то трудности на плечи мужчин, там, детей, следить за тем, чтобы родители хорошо себя чувствовали и так далее. Таким образом, у нее появляется депрессия, у нее появляется стресс, она ничего не может с собой делать, она смотрит такие семинары, потом от них страдает и говорит, да что ж такое, я к свободе, а свобода от меня. На самом деле не свобода там нужна, просто нужно самому себе сказать, вы к свободе, это ваше или нет, или вы все-таки к спокойствию, что ближе к вам, спокойствие или свобода. Самые нелепые выводы, об этом не буду говорить. Я так хочу семью и ребенка, но вот никак мужчину встретить не могу. Вся особенность вот в чем заключается. Это подмена. У меня есть подруга, может быть она сейчас смотрит меня, ее зовут Люба. И у этой Любы в самом начале была заложена идея, о которой вы сейчас говорите. Ее идея заключалась в том, что она хочет замуж. Она хочет замуж, она хочет жить так, чтобы у нее появился мужчина, любимый ребенок рядом. Но давайте еще раз вспомним. Человек может жить по принципу обретения комфорта. И второй принцип обретения свободы. И я смотрю на жизнь этой Любы и начинаю смотреть, как она живет. Так вот, она живет по принципу свободы. Какой? Она зарабатывает деньги, она строит бизнес, она встречается с партнерами, она выбивает деньги. И она это делает агрессивно, то есть она перекладывает, ставит кому-то задачи, заставляет кого-то там работать. И это ее задача номер один. И она говорит, почему у меня нет? Дело в том, что она выбрала тотально для себя это. Знаете, не выбирайте тотально. Стройте бизнес, но не делайте это искренне, с горячей душой. Пусть чуть-чуть у вас будет спокойнее. Ходите как на работу и ожидайте еще чего-либо. Так женщины или мужчины, которые стремятся очень сильно там на работе проявить себя, стремятся к свободе финансовой или какой-либо другой свободе, они могут поставить для себя крест на дальнейшем замужестве. Особенно это касается женщин. Так женщина хочет квартиру для себя, там, для мамы что-то сделать, для брата или еще для чего-то. И это проблема. И это не нужно так искренне и сильно ставить на этом задачу. То есть нужно это делать в половину сил, чуть-чуть на это, как говорят сейчас в народе, забивать. То есть не нужно быть таким искренним, таким сильным и так тратить на это внимание. Когда я ей это сказал, она смотрела на меня диким взглядом и говорит, то, что вы мне сказали, Андрей Андреевич, я не поняла. И я ее прекрасно понимаю, потому что я ей говорю, понимаешь, ты сейчас делаешь все сама. Она говорит, да, а вот для того, чтобы выйти замуж, ты должна переложить это на плечи кого-либо. То есть вот ты заботишься о маме, старайся, чтобы мама зарабатывала, переложи на плечи маме. Допустим, такая семья была у меня, девочку зовут Виктория, и у нее мама живет и брат родной. И этот брат родной, у него не получается зарабатывать, и у мамы, в общем-то, не получается. А девочка всю жизнь пашет, и она очень красивая. Ей там 42 года, и она до сих пор не замужем. Она говорит, Андрей Андреевич, почему я не замужем? Давайте еще раз я вам скажу эти слова. Дело в том, что когда человек хочет, чтобы он вышел замуж, то он должен переложить со своих плеч на другие плечи ответственность. А когда он хочет свободы, то он все делает сам. То есть выглядит это следующим образом. Она хочет свободы, и эту свободу она хочет создать для брата, который не работает. То есть она пашет, брату отдает. Она пашет для мамы.
она пашет для брата, пашет для мамы. Ее самореализация в том, чтобы пахать, а значит это самореализация с путем свободы. А ей что нужно сделать? Нужно сказать, пусть брат сам этим занимается, пусть мама сама занимается, а я не буду этим заниматься. И это сломать в ней невозможно. И она не замужем, да. И у нее детей нет. И она сейчас пробует встречаться, я ей говорю, милая моя, до того момента, пока ты не скажешь брату, зарабатывай сам, и не дашь ему ни копейки, пока ты маме своей не скажешь, мама, давай тоже устраивайся на работу и не живи за мой счет, и не дашь ни копейки, пока ты не найдешь себе возможность, что ты не пахарь и не кормилец, у тебя будут проблемы, потому что ты делаешь все сама. А если брат женился, то нужно сказать сам и еще для меня. Тогда если кто-то будет делать для тебя больше, чем ты делаешь сама для кого-то, ты выйдешь замуж. Все, та-дам, конец. Не будет так, чтобы все на его плечи переложить. Не будет. Не будет. Нужно забивать. Каким образом? Первое. Начните ходить на массаж, немножко забейте на свою работу. У меня была девочка, подружка, она приехала на морской курс ко мне и говорит, Андрей Андреевич, а у меня вот 2 детей, я не замужем, что мне делать? У меня бизнес, я пашу как лошадь. Я говорю, забей. Она говорит, как забей? Так, забей. Она говорит, ну а что же мне делать? Делай то, что ты делаешь сама, переложи это на других людей. Она говорит, а чем я буду заниматься? А ты занимайся массажами, езди в командировки за границу, отдыхай. Делай так. И вот она в очередной раз поехала в Египет там, или в Турцию, или еще куда-то, и со своим же белорусом, там, каким-то знакомым, познакомилась, за него замуж вышла и, в общем-то, живет. Она говорит, как это работает? Вот теперь вы знаете, как это работает. До того момента, давайте еще раз скажу, до того момента, пока человек живет и делает все своими руками, делает для себя и для других, то он будет всегда свободным. А вам нужно научиться делать это чужими руками. Это даже связано с работой. У вас магазин, вы закупки делаете, вы там все делаете, вы сами торгуете. Вы будете одинокими. Что нужно сделать? Поставьте туда людей и сами не занимайтесь. Ездите, отдыхайте, ходите в тренажерный зал, занимайтесь здоровым образом жизни, ведите блог, пишите статьи, рисуйте. Делайте что-нибудь, что вам будет нравиться. Это сделает вас замужними быстро. Это проверенный 100% метод. Отлично, отлично. Вот такая у нас сегодня тема получилась, прям неожиданно. А интересно, вам нравится то, что я говорю? Подскажите, на работе немного платят, но я многому научилась, работая в этом месте, окончила курсы бухгалтера. Мне все нравится, но прокормить семью не получается, место перспективное. Открывается свое производство, поэтому жду еще увеличения заработка. Получится ли на этом месте увеличить доход и все-таки искать другую работу? Получится, да, увеличить доход. Андрей Андреевич, во второй половине февраля у меня планируется удаление геморроя. Скажите, в какой день она пройдет наилучше? Не важно. Спасибо огромное за мазь Нодикс. Это настоящее чудо. Будете пользоваться Нодикс, можно будет операцию отменить. Правда говорю. Пользуйтесь мазью Нодикс, операции не будет. Ладно. Хорошая тема такая получается у нас. Как-то растет все. А что эзотерически означает раздвоенная борода? Талантлив в разных направлениях. А также, если у мужчины раздвоенная борода, очень сильный духом. Что это напоминает? Сексуальность человеческую, да? Поэтому, если раздвоенная борода, то это человек с сильным характером. Обычно люди с выдающимся подбородком, сильные характером, очень упертые, очень целеустремленные, очень требовательные к себе, терпеливые. Больше всего человеку мешает страх. Вы знаете, если читать Библию, то очень часто повторяются в Библии следующие слова.
Пусть человек больше всего боится Бога. Пусть убоится Бога больше всего. Это я говорю о Библии. Дело в том, что очень часто люди говорят: читайте Библию, читайте Библию. На самом деле такие люди подразумевают чтение и Евангелия, потому что Библия и Евангелие между собой отличаются. Почему? Дело в том, что четверокнижье Библии, оно является старой, Ветхим Заветом или историей иудейского народа. А Евангелие — это новая история Иудея, который находился и который спас людей. Там спас иудеев, и, как правило, всех остальных, наверное, тоже. Тем не менее, я за Иисуса Христа, но это Евангелие. Когда мы читаем Библию, то именно в Библии мы можем многократно прочесть слова, где говорится о том, что самое важное — это страх перед Богом. Убойся Бога, побойся Бога, пусть убоятся Бога, пусть испытывают страх. Мне это в самом начале, когда я читал, это было еще в 13-14-летнем возрасте, первый раз прочел Библию, потом второй и третий раз прочел в зрелом возрасте, от корки до корки, включая псалтырь, включая там псалтырь Давидовы стихи, включая притчи Соломона. Я это все читал от начала и до самого конца. И Евангелие читал, и Иоанна Богослова, которое принято православной церковью и не принято католической церковью, но тем не менее, там и старцев разных читал и так далее. И Талмуд читал тоже. Так вот, когда пишется очень часто и часто повторяется о том, что да убоится, пусть страх будет перед Богом и так далее, то меня это коробило. Я думал, да что ж такое, да убоится, да что ж такое. Потом, со временем, когда я стал взрослее, я понял, на самом деле это элемент такой, который позволяет человеку справиться со своими внутренними страхами. Не нужно бояться то, что есть перед тобой и в тебе. Нужно бояться Бога. Это единственное, что нужно бояться. Об этом и сказано Богом. О том, что Бог тебя создал, и бойся только Его. А всего остального не бойся, уповай на Бога. Бог тебя создал, пусть Он и боится за тебя. А ты бойся Его. Тогда все остальное тебе будет не страшно. Вот что имелось в виду в этом. Если ты не боишься бесконечно Бога, то всего остального не нужно бояться. Все остальное в руках Всевышнего. Бойся Бога, а в остальном будь бесстрашным. Именно об этом и сказано. Это своего рода такая тайная медитативная практика. Медитация на то, что ты убоишься Бога, которая позволяет тебе, кроме этого приоритета, не иметь больше никаких страхов. Отлично. Вот видите, эзотерика и в Библии. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Я в одном из ваших вебинаров узнала, что нельзя вместе бизнеса ставить фонтанчик. У меня летняя площадка. Давно мечтаю сделать прудик с водопадиком. Теперь сомневаюсь. В середине помещения не нужно. Вне помещения, пожалуйста. Если вне помещения это привлекает, если в середине смывает. Поэтому не нужно этого делать. Также в случае, если у вас водопадик, то его действие можно воздействие на окружающее пространство можно полностью убрать. Для этого необходимо сделать небольшую загородочку. Небольшая огородочка такая, которая вот бассейн заканчивается и огородочка вокруг бассейна. Не знаю как, загородочка, как правильно говорить, ограждение. Вот. Очень понравилось сегодня видео такое, я смотрел перед тем, как провести данный вебинар. И там 3 слова, которые должен повторять человек каждое утро. Это 3 слова, которые звучат так: я все смогу. Я хочу вам сказать, ваши 3 слова «я все смогу» могут настолько сломать вас и вашу жизнь, что вы не будете знать, куда вам деться. Дело в том, что почему этого не стоит делать и что нужно произносить. Произносите вместо этого слова, которые звучат так: если это кто-то сделал из людей, я тоже смогу это сделать. Дело в том, что бежать за вторым, бежать за первым во время бега легче, чем бежать первым. Первому тяжелее, для него это тяжелый труд.
И обычно первыми становятся только те, кто длительное время бежал за вторым, за третьим, за четвертым. Это такая особенность нашей жизни. Есть стадион, и там все время добегает кто-то первым. Так вот, человек первый становится первым в большом спорте только в случае, если очень долгое время бежал вторым, третьим или еще каким-либо. Человек сразу же не может быть первым, а слова «я все смогу» автоматически делают человека первым. Первые падают, первые плохо заканчивают, и нужно тренировать себя, чтобы быть первым. Именно поэтому я и говорю, если сделал кто-то другой, и я смогу. Таким образом, ставя для себя возможность быть вторым, третьим или еще каким-либо, вы можете достигать большего. Когда научитесь бежать вторым, третьим и четвертым, плавно и первым станете. Это такая особенность нашей жизни. Как найти работу, если мантра «Ом дуалет дуалет зунди соха» не работает? Один раз она мне помогла. Правда, долго ее читала, месяца 4, может больше. Работа меня сама нашла. Что делать, чтобы мантра снова заработала? Скоро заработала. 4 месяца это очень долго. Денег и работы нет совсем. Есть хороший анекдот, о котором в свое время сказал Шурик. Вот недавно была такая история. Один из участников моего канала в Ютубе связался со мной и задал такой вопрос. Андрей Андреевич, моя дочь, она занимается созданием лендингов, она занимается созданием анимации и так далее. Ну и ей нужна работа, она не может никак найти работу. Я говорю, вот мне интересно, пусть она обратится ко мне. После чего она обратилась ко мне и говорит, у меня нет работы, как мне устроиться на работу? И я говорю, ну а вы мне можете показать, что вы умеете делать? И она мне отправила там мини-превью, которое длится там 10-15 секунд, там, и написала, ну как? Я гомерически засмеялся, как Гомер. Почему? Дело в том, что есть уже мир и технологии, они настолько продвинулись вперед, что вручную создавать что-либо, как она это делает, это уже прошлый век. Дело в том, что существуют целые системы или сети, которые интегрированы в программы, которые можно купить. Допустим, создать какое-нибудь видео, создать какой-нибудь мультик можно в программе Canva. И там, оплатив канву, можно вот то, что она мне прислала, сделать в день 100 штук вот таких превью, 1000 штук таких превью. Причем с огромной базой видео, с огромными вариантами и так далее, и так далее. Это уже настолько прошлый век, то, чем она занимается. Конечно, ее никто на работу не возьмет. Почему? Ей нужно искать только те, кто только начинают в бизнесе. А она хочет уже зарплату такую, чтобы ей платили за то, что она делает. Я часто такое вижу. Человек пишет, ну как? Ну и мне хотелось бы сказать, ну вообще никак. Но обидеть человека не хочется. Но я обычно говорю, попробуйте изучить программу там Canva или там Prisma или там Circle, если вы там на английском языке можете читать. То есть вы можете там как-то попробовать начать работать по-другому. И обычно человек говорит, я хочу работать тем-то, тем-то. А вы насколько можете работать тем-то, тем-то? Вы специалист? Насколько вы хороший специалист? На хороших специалистов очередь стоит. Я говорю серьезно. Хороших специалистов, на них очередь стоит. Когда человек говорит, я не могу устроиться на работу, ну так значит ваши услуги, которые вы умеете делать, они неинтересны. Или вы делаете их нелепо, либо хотите очень много денег за это, либо есть какая-то программа, которая это все заменяет. И тут такой вопрос, а что же делать? Меняйте свою спецификацию. Будьте другим специалистом или в другой области. Можете обучаться или обучитесь чему-либо. Либо, наверное, там специфическая работа, как, допустим, у меня была знакомая, она занималась бактериологией и говорит, Андрей Андреевич, сейчас вот институты эти закрылись, я не знаю, у меня работы нет и хотелось бы работать по специальности. Я говорю, как же устроиться по специальности, если сейчас такой специальности нет?
Сейчас есть аппараты, вот то, что ты делала, высеивала и так далее, сейчас это считается с помощью аппарата. Берут, покупают аппарат, всовывают этот аппарат там куда-либо, после этого сам аппарат показывает то, что ты считала там вручную. Но у тебя есть талант, ты просто можешь быть, допустим, подсчитывать эритроциты или подсчитывать лимфоциты в крови, и можешь начать работать в какой-нибудь лаборатории. Попробуйте найти себе возможность работать в такой лаборатории и так далее. Он говорит, я же в этом ничего не понимаю. Ну, вы, главное, начните, а там будет все хорошо. А после этого я не знаю, там получилось у нее, не получилось. Знаю точно, что ее специальность на то время, когда расформировали эту область, была уже не востребована на территории той страны, где мы проживаем. Ну, как-то так. Здравствуйте всем, здрасте. Лилия правильный вопрос задает. Андрей Андреевич, а как поступить, когда некому переложить заботы? Переложить заботы зарабатывания денег. Я одна и 3 детей содержу, только их. Правильный вопрос. И здесь вы ответ уже знаете. Дело в том, что здесь нужно чуть-чуть ограничить. Что ограничить? Ограничить работаю как? И уделять время себе. Есть очень хорошая песня такая украинская о том, как Галя сидела и волосы свои чесала-чесала, пока мама не знала. Это украинский такой обряд есть. Что это за чесала-чесала? У нас молодым девушкам не разрешали до совершеннолетия чесать волосы самостоятельно. Почему? Потому что считалось, что когда девушка чешет волосы, то она обязательно быстро найдет жениха и выйдет замуж. Именно почему это все работает? Потому что нужно уделять себе внимание. Я об этом когда-то даже записал такой вебинар. Вот смотрите, вы работаете. Переложите что-то на детей. Скажите, мне нужна помощь, и она может быть домашняя, чтобы убирали, стирали, выносили и освобождали вас от хотя бы внутренней работы. После чего у вас освобождается время, и это время вы обязательно должны посвящать не только отдыху, а уделять это время себе. Не думать только о работе, а начинать уделять время себе, таким образом там волосы расчесывать, глазки, реснички делать, губки, там приседать, заниматься физическими упражнениями, заниматься зожем и так далее, здоровым образом жизни по-русски. Ну вот, как-то. Как определить, нужно ли вам делать что-то, если вы захотели что-то сделать? Отвечаю, если у вас появилась хорошая идея, посмотрите, когда вы задумаетесь о том, сделать это или нет, и посмотрите, не рассказывая никому, посмотрите, как реагируют ваши близкие. В случае, если они начинают болеть, нервничать, психовать, у вас появляется плохая семейная обстановка, это говорит о том, что нужно эту идею забыть и дальше ее не использовать. В случае, если наоборот, у всех улыбка, все счастливы, это показывает, что такую идею можно в жизнь направлять. Также найдите самого несчастного человека, самого несчастного, у которого все в жизни плохо получается, который бедный, или такого там подругу, которая похожа на вас. И скажите, у которой ничего не получается, которая вся в долгах, и скажите, я хочу открыть такой бизнес. Как ты думаешь, пойдет у меня или нет? Если такая несчастная подруга скажет, да, 100% пойдет, не открывайте. А если скажет, нет, ты что, ничего не получится, смело делайте. Почему? Потому что те знания, которые у нее есть, делают ее только беднее. Поэтому в случае, если она скажет вам нет, не нужно, это будет говорить о том, что 100% это можно делать. Вот. Так, надо поотвечать на вопросы, которые здесь еще у меня есть. Светлана Никоненко. Здравствуйте, Андрей Андреевич, спасибо за труд. Я счастлива. Я жила с мужчиной Иваном. В 2009 году он умер, оставив мне деньги в ячейке в банке. Я недавно об этом узнал. Андрей Андреевич, получится у меня получить деньги? Спасибо, с уважением, Светлана. Почему-то нет, говорят.
Ну, а там как будет, скорее всего, нет, к сожалению. Светлана Рыхтик. Хочу спросить, могу ли я применять ритуальную защиту с четками от всех болезней для мужа? Да. После просмотра радости много-много и добра. Моя участковая медсестра, добрейшей души человек, всем и во всем помогает людям. А у самой все ровным счетом все плохо. 4 раза за год болела ковидом, муж ушел к другой, сын после 13 не может жениться, сама она верующая, часто ходит в церковь. Почему такая расплата за доброту? Ну, вы, наверное, сегодня поняли. Она живет по принципу сделать все самостоятельно, ни на кого не вскладывает или не перекладывает свои задачи, делает и дома, делает и там, везде она и баба, и мужик, и так далее. Поэтому у нее в жизни так все и получается. Она ищет свободы, и все ищут спокойствие рядом с ней. Старайтесь максимально пользоваться или следовать одной задаче. Просто следуйте этому закону и добьетесь невероятных результатов. Помните, беги к своей цели, иди к своей цели, ползи к своей цели, лежи головой к своей цели, желай свою цель, балдей от своей цели, чувствуй свою цель, даже думай в ее сторону. Любая цель реализуется от микро к малому, к колоссально большему. Обычно люди ставят цель и совершают большую глупость. Они сразу мечтают о большом доме, но большой дом создается малыми успехами. То есть я хочу стать богатым человеком. Или я хочу стать мега богатым человеком. И там трансерфинг реальности говорит, думай об этом, думай о том, что у тебя уже это есть и так далее. Это глупость. Почему? Потому что крупные цели создаются маленькими шагами. Нужно, а как человек должен мечтать? Он должен мечтать по-маленькому. Он должен мечтать, вот я скоро заработаю 100, я отложу 50. И это будет уже частью к моему большой задаче заработать миллионы. А еще отложу, еще заработаю. А теперь вложу и скоро заработаю. Вот так, оно по чуть-чуть запускает этот маховик. Нельзя сразу желать большего, желайте самое маленькое. Не мечтайте о глобальных целях. Если думаете о чем-то, то делайте. Если не делаете, то и не мечтайте. Мы обычно готовы мечтать о максимуме, но он часто просто неподъемный для человека. Мы же не можем мечтать о каждодневной рутине. А вот если мечтать о каждодневной рутине, то сам по себе добьешься в дальнейшем максимума. Поэтому каждодневная рутина в радость. С целью добиться того, что скоро у вас будет ваша задача там, крупная там, или такая, то обязательно этого добьетесь. Поэтому мечтайте о малом, быстрее придете к большему. Мечтайте о большем, не добьетесь большого. Это обычно задача неподъемная. Элина Бальяса. Подскажите, пожалуйста, с гражданским мужем живем много лет. Иногда разъезжаемся. Вот сейчас не вместе. Стоит ли строить с этим человеком будущее? Я на вопросы, стоит или не стоит жить с любимым или нелюбимым, не отвечаю. Давайте вы эту ответственность возложите на свои собственные плечи. Ну вот смотрите, какие должны быть параметры выбора. Первое. Он вам помогает, он помогает вас, содержит, у вас есть взаимные накопления, у вас есть там взаимное имущество. Если это все есть, пусть это будет и приумножается. А если у вас есть взаимные заболевания, если у вас нет взаимных накоплений, если там друг от друга свободу ищете, то тогда ничего не будет. Как определить, нужен мужчина женщине, а женщина мужчине? Когда начинают совместную жизнь, то появляются совместные сбережения. Есть совместные сбережения, есть совместные дети, есть совместные вещи, есть что-то совместное. Есть совместная постель. Это все совместное и называется «мы». Там очень интересный вопрос сегодня прочитал. Кто их придумывает? Спасибо Сате нашему, украинскому Ковалеву, да? Он там сказал вот такие слова. Двойные стандарты в отношениях. Психология отношений. А это не то. Мужчина не то. Сейчас, наверное, не здесь. Вот. Как сохранить свое я мужчине в отношениях? Мужчины, берегите себя. То есть считается, что мужчина должен сохранить свое я, чтобы женщина не отобрала его я и так далее. Это бред.
Почему? Там, где есть семья, должно присутствовать слово «мы». Должно присутствовать слово «мы», и мужчина и женщина должны к этому стремиться. Они должны говорить: наша семья, наши дети, наши сбережения, наши проблемы, наши трудности. Вот это наши взаимно помогают решать и наши болезни, и наши трудности, и наша семья. А когда твои деньги, мои деньги, когда твои и наши, давай сначала твои потратим, потом наши, сначала наши, а потом каждый свои и так далее, то это не семья, это не семейные отношения. Если обожаешь человека и хочешь полноценную семью, говори «мы». Если отсутствует «мы», то такая семья будет наполнена эгоизмом и страданием. Поэтому, как сохранить свое «я» или женщине в отношениях, послушайте, хотите свободы, то вам не нужно «мы». Хотите свободы, пусть каждый живет по принципу «я». Я, имени меня свободно. Или я, имени меня свободен. В семье есть мы, наши дети, наши проблемы, наше богатство, наши, все наше. А когда мое, твое, это нехорошо. Это рано или поздно может разорвать отношения и привести к невыносимым отношениям. Женщина написала: Андрей Андреевич, скажите наконец-то мужчинам, чтобы они не врали. Уважаемые господа, хочу вам сказать, особенно мужчины, уважаемые мужчины, не врите. Если вы меня услышите, почему? В семье должен врать кто-то один. И обычно врут те, кто более слабый. Именно поэтому, если у вас слабая женщина, то пусть она врет. Не забирайте у нее такую возможность. Поэтому пусть в семье врет кто-то один. И пусть это будет тот, кто слабый. Когда женщина говорит: почему мой мужчина врет? Потому что он слабый. А что такое быть слабым? Быть слабым — это не иметь своего мнения, быть слабым — это подчиняться, быть слабым — это быть подавленным, быть слабым — это слышать упреки. А если один слабый, один сильный, то тот, кто сильный, подавляя слабого, становится судьей, а тот, кто слабый, подсудимым. Рано или поздно подсудимый хочет свободы и убегает. Поэтому и расходятся мужчины и женщины. Ваш мужчина врет вам, поставьте тире и скажите: тебе нужно быть более слабым. А что такое слабым? Это переложить ответственность на плечи. Это переложить заботы о себе на плечи. Вот так. Переложить ответственность, переложить заботы, переложить какие-то там, я там бизнесом занимаюсь, я машину, почему я сильная. Перекладывайте ответственность. Обращайте внимание на другое. Так. Светлана Алексас. У меня есть участок 1 гектар. Купила недорого, пытаюсь продать. Тоже недорого. Но не получается. Получится его продать или лучше оставить, чтобы использовать в дальнейшем мне и моим детям? Правильно. Оставьте себе и в дальнейшем используйте. Будет получаться. Все в порядке. Купили недорого, не продавайте его. Потому что куда вы сейчас деньги эти потратите? А так земля будет. Помните, земля со временем будет только дорожать. Земля — это самое ценное, что есть на планете Земля. Дороже земли нет ничего. Квартира или земля, выбирайте землю. Дело в том, что ваши потомки, будущее, они скажут вам низкий поклон и огромное спасибо. Потому что квартиры, эти дома рассыпаются, разрушаются и так далее, а земля вечно ваша будет. Именно поэтому землевладельцы со временем, они будут самыми богатыми людьми на земле. Вкладывайте деньги в землю, потому что люди или популяция людей увеличивается, а земли всем не хватит. Подскажите, что делать? У мамы онкология? Нет, не сейчас, не могу об этом говорить, извините. С мужем жили хорошо, вместе уже 26 лет, он все решал, зарабатывать деньги, а я занималась детьми. Но за последние года так все поменялось, что сейчас мы на грани развода. Пытаюсь делать практики по вашим советам. Что делать в таком случае? На вас бремя, на вас огромное бремя, и вы хотите от него освободиться. Это занятия детьми, занятия готовкой, занятия еще чем-то. Помните, я говорил, что ответственность нужно переложить. Поэтому
сделайте так, чтобы переложить всю ответственность, которая у вас есть, на кого-то. То есть с детьми пусть няни занимаются, муж оплачивает. Старайтесь, чтобы дети сами себя обслуживали. А вам чем нужно заниматься? Сегодня я ответил на вопрос. Вы должны заниматься собой как можно больше. Массажи, губы, намазывайтесь маслами, приседайте, сбросьте вес, начните заниматься здоровым образом жизни. Помните, что самое важное для мужчины — это интим с его женщиной. Даже если вам интим не нужен, знайте, мужчина убегает от женщины, если он не получает интим. Как обычно хомутают этих мужчин. Когда мужчина с женщиной встречается, то женщина думает: я встречусь с мужчиной, буду рассказывать ему там то-то, то-то, вот что он будет там чувствовать и так далее. Послушайте, каждый мужчина, который встречается с женщиной, если эта встреча не деловая, хочет в итоге с этой женщиной переспать. И он хочет ее, и хочет ее в постель. Других задач не ставит никто, сколько бы по возрасту этому мужчине не было. Именно поэтому знайте, что это самое важное, чего хочет мужчина. Поэтому не нужны эти рассказы все, как обычно хомутают мужчин. Женщина встречается с мужчиной, после этого говорит: я не против, после этого там прижимается там, и так далее. После этого мужчина идет на это, и после этого она старается в постели показать, что лучше, чем этот мужчина, не существует. И говорит ему: милый, любимый. После этого говорит: ты самый лучший, мне в постели никогда не было хорошо с тобой. А дома что он получает? А дома он получает жену свою, которая может молчать, которая ничего не скажет, которая относится к этому к рутине. И таким образом, а дома что он там получает? Стройную, красивую, здесь получает нестройную. Но женщина думает: ну я же делаю для детей. Ну молодец. Для детей делаешь, поэтому он и живет. Потому что если нанимать кого-то для детей, то это будет дороже. Сделайте себя такой женщиной, чтобы мужчина вас желал. Правда, это такая особенность. И спите с мужчиной, даже если вам нравится, не нравится, холодно, не холодно и так далее. Говорите: это было просто сегодня невероятно, это было восхитительно, даже если это вам 100 раз не нравится. Вот. Дальше. Почему мужчинам лучше не врать, сказал. Как получить удовольствие от жизни? В отличие от всего происходящего вне нас, наши чувства могут зависеть от нашего настроя. Именно поэтому старайтесь настраивать и находить в своем сердце крупицы счастья и малые радости. Это в дальнейшем создаст для вас удовольствие от жизни. Какая фраза может заставить вас шевелиться? Сидя перед телевизором, произносите себе: ты не вечен, а как же цель? Это заставит вас обучаться быстрее. Эмоции. Многие говорят, что эмоции это плохо. Я, кстати, начал смотреть разных эзотериков, и там есть ряд эзотериков, допустим, там колдуны, там какие-то эзотерические практикумы проводят и так далее. Они говорят, там псиэнергия это плохо, эмоции это плохо, контролируйте эмоции. Зачем вам столько эмоций? Эмоции это плохо. Эмоции создаются чувствами. Я хочу вам дать совет, друзья мои. Единственная тайна эзотерическая, которая существует в мире, она звучит так. Что человек чувствует, то с ним в жизни и происходит. Чувства хорошие, что-то хорошее происходит. Чувства плохие, что-то плохое происходит. Когда человек эмоционирует, если человек эмоционирует, то он программирует жизнь другому человеку. Если он чувствует, то чувства его программируют жизнь ему. Поэтому, когда человек эмоционирует, он может повлиять на другого человека. Но когда он чувствует по-другому или как он ощущает себя, то он программирует жизнь себе. Это и является вот такой темой. Поэтому эмоционирующая женщина в семье создает чувства нехорошие у мужчины, которые в дальнейшем программируют ситуации жизни для всей семьи. Поэтому эмоции хорошие, которые создает женщина и мужчина, они необходимы. Побольше улыбок, побольше тепла, побольше радости. Пусть видит в вас вновь вот такую смешливую дурнушку. Не надувайтесь, не страдайте по 5 недель, не прощайте.
Женщина создает эмоцию. Она создает эмоцию своей красотой, своими ногтями, своими одеждами, своим поведением, своим теплом, своим. Она создает эту эмоцию. Эти эмоции у мужчины создают чувства. Эти чувства создают прекрасную жизнь. Это и повышение по службе. Прислушайтесь сейчас к себе. Прислушайтесь. Посмотрите, какие чувства на протяжении жизни или на протяжении этого времени вас, на протяжении года или дня или месяца вас наполняли. И обычно человек говорит, мы смотрим других. Посмотрите, какие эмоции создают эти люди. А какие они создают эмоции? Смотрите Скобееву, смотрите там политические новости, смотрите Косылева, смотрите еще кого-то. Смотрите еще чего-то, конец вам. Там же эмоции, которые создают у вас плохие чувства. Вы переживаете. Что будет в вашей жизни происходить? Не будет хорошей работы. Какие эмоции создают рядом с вами ваши вещи? Вот говорят, у меня энергетически чистое или грязное помещение. Какие эмоции создаются у вас, когда вы находитесь? У вас есть предметы, которые вас радуют. Вы видите предметы, которые вас радуют. Почему ароматические палочки зажигают благовония? Потому что они создают запах. Запах создает эмоцию. Человек располагается, создает чувства у человека. Создаются хорошие чувства. Создается хорошая жизнь, создаются плохие чувства, создается плохая жизнь. Чувства регулируют то, что в нашей жизни происходит. Вот. Оля, вот я сама ответственность мне не на кого перекладывать, и собой заниматься, и все для себя и одна. Что я неправильно делаю? Рассказываю. Вы не уделяете себе внимания. Не уделяйте себе внимания для неги. Вы должны больше уделять себе внимания. Уделяйте себе больше внимания, не только для воспитания, не только для саморазвития. Уделяйте внимание для красоты, уделяйте внимание для появления чувств хороших. Слушайте прекрасную музыку, там, занимайтесь каким-нибудь там живописью, может быть, творчеством или еще чем-то. Это все создаст вот такие, переложите ответственность на Бога. То есть я зарабатываю, пусть Бог вам помогает, скоро и так все получится. А вы больше получаете удовольствие от жизни. Не нужно вовремя на работу, не нужно. Люди обычно говорят, да что же это будет? А вы не бойтесь. Иногда нужно прыгнуть с распростертыми руками в пропасть. Если Бог услышит молитвы, если Бог почувствует, что это вам нужно, если ваше сердце открыто, если вы готовы, то 100% лестницу для себя найдете. Дальше. Как сохранить свое я? Ответил. Почему мужчинам лучше не врать? Ответил. Как получать удовольствие от жизни? Ответил. Какая фраза может заставить вас измениться? Ответил. Эмоции? Ответил. Любовь? Ответил. Про Равина рассказал. Двойные стандарты в отношениях и психологии отношений. Я обычно об этом говорю. Один человек любит, другой пользуется. Это такая особенность нашей жизни. Поэтому, когда человек говорит, я наполнена любовью, я буду прямо служить ему. Вот смотрите, ваш стакан полон, он полон любви. Какой должен быть рядом с вами человек? Он должен быть абсолютно не желающий любви. Абсолютно. Женщина наполнена любовью и говорит, почему в мою жизнь приходят только женатые мужики? Потому что им любовь не нужна, у них там пусто. И вы вливаете в это все воду свою в виде вот такой любви. А ему это нравится, потому что вы ему говорите, ты мой зайчик, а он дома уже не зайчик, дома он уже там папка, дома он уже, не знаю, там слышишь, там, дома он уже Витюша. У любовницы он Витюша, дома он слышишь, там, я не поняла и так далее. Ну и это отличает. Именно так женщины и мужчины встречают друг друга. Если женщина наполнена, вот кому себе, как мне реализовать, как вот я уже хочу и так далее, то она наполнена этой любовью. Кто будет? Абсолютно будет несчастный, который не верит в любовь, который всех женщин считает дурами и так далее. Он и не желает этой любви, поэтому он поматросит и бросит.
И что же делать в этом случае? Вы свою любовь, которая у вас есть, вы ее реализуете в творчество. Начните рисовать так, чтобы вам нравилось. Начните там играть что-то, танцевать начните, там что-то делать. Пусть у вас это творчество, пусть эта любовь идет в элементы этого творчества. Даже там очень хорошо, если ребенок появляется. Знаете, часто так бывает. До замужества родила, и после этого до замужества не предлагали замуж выйти. Как только ребенок появился, то сразу же предложили ей хорошее замужество. С чем это связано? Что красивей стало? Нет. А почему так происходит? Потому что начала любовь свою выливать еще и ребенку своему, ему отдавать. А так, получается, переполнено было, и появлялись только те, кому можно было вылить это все, и которые пользовались и убегали, потому что сами по себе пустые были. Вы им вылили, стали пустой, и женщина, которая вылила, опустошается и говорит: вот почему они такие, вот эти все мужчины плохие, почему они меня только используют, я чувствую себя опустошенной. Радуйся, что ты опустошенная. Почему? Скоро у тебя будет самый богатый, самый любимый, который будет тебя обожать. И после этого, когда вы махнете рукой на всех мужиков, скажете: да, все мужики, нафиг они мне сдались, буду заниматься вот ребенком, буду заниматься живописью, то от поклонников отбоя не будет. Я же итак, быстренько я прочитаю все, что я сегодня тут понакалякивал, как говорит моя дочка Роза Андреевна. Итак, как стать лидером своей жизни? Первое, задать себе два вопроса. Вы хотите свободы или вы хотите спокойствия? Вы хотите свободы? Тогда делайте все своими, а не чужими руками и умом. Вы хотите спокойствия? Отлично, делайте все чужими, а не своими руками и умом. Время нашего развития. Формула существует для времени нашего развития. Звучит так: обучайся, работай, отдыхай. Очень важно обучаться. Рано или поздно любое обучение даст свои результаты. Что мешает нам обучаться? Обучаться нам мешает самомнение, слова «я все знаю», «я все смогу». И обычно я задаюсь таким вопросом: если человек, ты такой умный, если такой гениальный, тогда почему такой бедный? Если ты так развила у себя качество своей любви, это я там стебусь, знаете, там главная любовь, главная любовь. Уже главная любовь, почему ж, если в тебе столько любви, почему тебя близкие не любят-то? Почему близкие не любят, если так в тебе развита любовь христианская? Почему люди рядом с тобой так страдают? Я так часто вижу людей, которые стабильно ходят в церковь, молятся, дома молятся по часу утром и часу вечером, всем детям желают, ну молодцы, пусть будет. Но дома у них ужас творится. Почему? Все страдают вокруг, кто обижается, сама обижается, муж бешеный, дети дурные. И после этого, да это порча. Нет, это не порча, это просто не надо свою любовь. Надо себе сказать: любовь это не только брать, любовь это давать, физически проявлять. Опасность саморазвития. Если человек хочет спокойствия, но ему дают установки и задачи, которые подталкивают его к свободе, то у этого человека может произойти тотальный крах в его жизни. Самые нелепые выводы, самые гениальные изобретения создаются самыми сумасшедшими людьми. Второе. Хотите делать больше, хотите измениться, иногда выполняйте игру или практику, чтобы хоть на несколько минут стать полусумасшедшим. Больше всего человеку мешает страх. А вы знаете, если читать Библию, то очень часто говорится о том, что человек больше всего должен бояться Бога. Почему? Неужели, чтобы запугать нас? Нет, если человек боится бесконечно Бога, то все остальное не нужно бояться, все остальное в руках Всевышнего. Бойся Его, в остальном будь бесстрашен. Три слова, которые не нужно произносить. Это три слова звучат так: я все смогу. Они, как ничто другое, могут нас надломить. И это очень часто является самообманом. Легче произносить: если это сделал кто-то из людей, значит и я смогу. Бежать за первым легче, чем бежать первым. Чтобы быть первым, нужен опыт. А чтобы он появился, нужно какое-то время быть вторым. Поэтому не ставьте задачи быть первым. Эти слова изменят вас. Как определить, нужно ли вам делать что-то, если вы захотели? Если у вас появилась хорошая идея, посмотрите, не рассказывая, на поведение близких, матери, близких там. Если в течение нескольких дней будет у всех хорошее настроение, то обязательно начинайте это делать. Если плохое, даже не начинайте. Еще никогда не слушайте никого,
Бороться, искать, найти и не сдаваться, как сказал Александр Македонский. Старайтесь максимально следовать одной задаче. Просто следуйте этому закону и добьетесь невероятных результатов. Помните, бегите к своей цели, идите к своей цели и так далее. Не мечтайте о целях. Если вы думаете о чем-то, то делайте. А если не делаете, то и не мечтайте. Мы обычно готовы мечтать о максимуме, но он часто просто неподъемный. Мы же не можем мечтать о каждодневной рутине. А вот если человек хочет, чтобы его желание исполнилось, он и должен мечтать о каждодневной рутине. Это и есть смысл его реализации желания. Двойные стандарты в отношениях, психология отношений. Один любит, другой пользуется. Это как стакан, одного переполняет любовью, он должен притянуть к себе пустой стакан в свою жизнь. Чем больше у одного любви, тем хуже появляется партнер. Меньше об этом думайте и даже не задумывайтесь. Просто живите своей жизнью. Нафиг вам, вот так и говорите, нафиг мне сейчас замужество, буду жить как живется. Мужчина ставит печати об этом сегодня. Не буду говорить. Каждая фраза может заставить вас шевелиться. Сидя перед телевизором, произносите себе: ты не вечен, а как же цель? Это заставит вас обучаться быстрее. Эмоции. Многие говорят в эзотерике, что эмоции это плохо, другие говорят, эмоции это хорошо. Я считаю, что с нами происходит то, что мы создаем с помощью своих чувств. Чем больше страданий в чувствах, тем хуже наша жизнь. Чувства программируют нашу жизнь, а наши эмоции программируют жизнь тем людям, которые находятся рядом с нами. Как сохранить свое «я» мужчине в отношениях? Мужчины, берегите себя. Все это полная чепуха. Если обожаешь человека и хочешь полноценную семью, говори «мы». Если «мы» отсутствуют, то такая семья будет наполнена эгоизмом и страданием. Почему мужчинам лучше не врать? Потому что в семье презумпцию невиновности на вранье может иметь только один человек. Не отбирайте у женщины этой возможности. Кто-то должен быть слабее. Поэтому если кто-то врет, то пусть будет эта женщина. Как получать удовольствие от жизни? В отличие от всего происходящего вне нас, наши чувства могут зависеть от нашего настроя. Именно поэтому старайтесь настраивать и находить в своем сердце и в душе крупицы счастья и малой радости. Это в дальнейшем создаст для вас удовольствие от жизни, и ваша жизнь развернется для вас и будет для вас прекрасной, хорошей, и вы будете удовлетворены. Еще раз хочу сказать, что наш семинар был сегодня посвящен теме саморазвития с Андреем Дуйко. Вам наверняка, а может и нет, может и не наверняка, понравился и не понравился мой семинар. На какие-то вопросы я ответил, а на большинство и не ответил даже. Но ничего в этом страшного нет. Тем не менее, хотел бы сказать вам, уважаемые друзья, первое, промоушен. Найдите мой сайт duiko.guru и посмотрите, 12 февраля я собираюсь провести обряд, который называется обряд сердечный, который поможет вам в дальнейшем найти или обрести любимого человека, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Почитайте на сайте. А также там у нас 14 числа, по-моему, начинается марафон, который посвящен целительству, где я буду на протяжении 30 часов работать с вами как целитель Дуйко. Если у меня результаты, конечно, вы это все сами прекрасно видите. Вы проходили мои вот такие мини-видео, где я убирал у вас заболевания позвоночника, суставов и так далее. И вы мне писали о том, что это все помогает. Представьте, как я могу повлиять на вас на протяжении 30 часов, а не за 5 секунд. 25 секунд. И хочу сказать, что до следующей пятницы я объявляю конкурс. Напишите свой комментарий, хороший или плохой, не имеет значения, под данным видео, которое сегодня будет опубликовано на моем официальном канале, Андрей Дуйко официальный канал в YouTube. И я почитаю эти комментарии, какие они будут, хорошие или плохие. Путем жеребьевки я выберу человека и подарю этому человеку 20 баночек препарата, который называется Житидан или по-другому молодила. Могу сказать, что применяя сам данный препарат, я похудел, исчезли морщины, улучшилась потенция, улучшилась работа мозга и так далее. То есть я могу сказать, что данный препарат имеет ярко выраженное омолаживающее действие. Я выберу одного победителя, о котором скажу во время следующего вебинара, и подарю этому человеку препарат Житидан в
количестве 20 баночек. Поэтому обязательно оставьте свой комментарий под моим видео. Также рекомендуются комментарии под комментариями. Отчет начался. Я желаю всем искренне счастья. Пусть в вашей жизни будут только прекрасные чувства. Не пускайте негативных, плохих эмоций в свою жизнь от других людей. Помните, что для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы сохранить наши чувства, для того, чтобы найти в чувствах что-то прекрасное, нам не нужно возбуждение окружающего мира. Найдите просто так, в середине своих, внутри себя, внутри своей груди, внутри своей души. Найдите состояние радости, найдите состояние благодарности, благоденствия, чувственности, радостности. Найдите то, что вас вдохновляет, наслаждает, благословляет. Пользуйтесь этим. Это тотально изменит вашу жизнь. Внутренний цветок лотоса в дальнейшем вмещает в себя солнце. И как сказано было в мантре Ом Бурбава Свахата Цавитур Вариньям Баргодова Седемахидию Напарчу Даят, Гаятри мантре, было сказано о том, что солнце, которое появляется в виде чувств у человека, оно имеет такую силу, что способно греть всех, кто находится рядом, и вылечивать всех, кто находится рядом. Но точно так же от лучей этого солнца могут быть сокрушены все враги, которые ненавидят этого человека. То есть буквально пусть солнце и тепло от него согреет тех, кто рядом, и пусть сокрушит тех людей солнечными лучами, и пусть сгорят эти люди, которые ненавидят этого человека. Я желаю вам найти в себе это чувство радости, тепла, внутреннего ощущения комфорта. Пусть оно вас греет.